Я чмо. Да больше нечего сказать-то. Вася, что у нас лезет из-под капота? Вы представляете себе Васю, который сидит в полудреме, он вообще думает, а что нафиг у нас может лезть из-под капота? Третий ребенок? Эта машина сейчас уйдет с моим знакомым специально, она уедет за границу по Европе. Напомню, что после первого выпуска эта машина отправилась в путешествие по Европе. В путешествие на ней отправилась семья моих знакомых ребят. Вася, Юля и двое замечательных детишек на заднем сидении. И вы можете задать мне резонный вопрос. Лиса, а зачем ты отправила эту машину в столь дальнее путешествие, которое на круг составило 6600 километров пробега? Да чтобы было о чем снимать, друзья мои, я достаточно откровенна с вами. А на самом деле, чтобы рассказать вам и показать, что бывает вообще с этой машиной и сколько это может стоить. Ну а для тех, кто не смотрел первый выпуск, я сейчас поставлю его по ссылке в описании и напомню вам, сейчас на экране вы увидите, за какую цену и с каким пробегом и какого года выпуска вот эта машина, которая была куплена мне, для того, чтобы я ездила на заднем сидении с водителем до поры до времени. Были и люди, которые в комментариях почему-то не поняли и написали для меня странную вещь. Лиса, ты уже говорила, что тебе подарили Бентли, а теперь ты говоришь, что тебе подарили Range Rover. Я никогда не говорила, что кто-то мне что-то подарил. Между подарили и дали покататься, ребята, огромная разница. И эта разница составляет стоимость машины. Эту машину рано или поздно я, конечно же, отдам обратно сервису под названием Сервис Парк, который мне эту машину выдал для того, чтобы я на ней ездила, ее у них чинила и их же рекламировала. Это открытая информация. Парни уверены, они не нуждаются в прямой рекламе, просто нужно заехать к ним один раз, прочувствовать разницу и больше не захочется заезжать в другие сервисы Land Rover Jaguar. Ты втираешь мне какую-то дичь. Неисправность КПП загорелась. Ты прикинь? Да ладно. У Васи она не загорелась на протяжении 7000 километров пробега, а у меня загорелась, когда я только поехала. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Прикольно. Самое неприятное из привезенных из путешествия проблем, это, конечно же, коробка передач. Коробка пиналась, как вы, может быть, помните по первому выпуску, уже тогда. Но сейчас, как сказал Вася, который ехал на этой машине, она начала уже под конец пинаться настолько сильно, что проблема стала очевидна. Сервис и так собирался что-то делать с коробкой, поэтому нельзя сказать, что они сильно расстроились или удивились. Но, тем не менее, вот можно сказать, что это путешествие Карабасик-то и добило. С коробкой, ребята, ситуация пока непонятная, потому что я на сервис загнала машину только что. Но, в принципе, можно себе представить масштабы бедствия. Если Карабас откроют и поймут, что там не полная замена, а лишь частичная, то есть гидротрансформатор, масло с поддоном, в котором находится встроенный фильтр, то, ну и ряд некрупных изношенных деталей, то это будет где-то 65 тысяч рублей. Блохи заели. Полностью капиталить это 1080, но и снять, поставить это в любом случае 14 900 рублей. Не подумайте, вот эта коробка не моя, она подменная. Я просто решила, она такая красивая, такая чистая, я решила просто рядом постоять. На самом деле, в случае, если я бы была клиентом и просто приехала, мне бы могли предложить вот такую уже готовую восстановленную коробку поставить на мой автомобиль. И даже если бы я была регионалом, я могла бы зайти на сайт сервис-парка, прислать свою старую деталь и взамен получить новую. И так, кстати, не только с коробкой. Второе из тоже больных последствий – это пневмобаллон. Я сейчас еду так аккуратненько и тихо, именно потому, что пневмобаллон у нас один продырявился, и машинка слегка прилегла на левый бачок. А вот как выглядит вторая из обозначенных крупных проблем. Я даже не знаю, менял ли хозяин раньше пневмоподушки, но одно я знаю точно, что сейчас подушку менять придется. Вот этого, честно говоря, не ждали. По ценнику скажу чуть позже. А знаете, что меня очень удивило в истории с пневмой? Что вот об этом мне машина вообще никак не сигнализировала. То есть я даже предполагаю, что, может быть, у ребят машина уже припадала на бачок, может быть, там начинала проглючивать именно электроника. Но сейчас именно в силу того, что она вообще не хочет подниматься, у нее жахнул пневмобаллон, это 100%. Ой, ё-моё, да у меня тут чулки вообще видны. Багажник, теперь смотрите, как у меня делает. Опа! Ага, опа! Опа! Блядь, что это было?
Опа! Чтобы понять, что я сейчас делаю и почему я так радуюсь, нужно было смотреть, опять же, первую серию этого выпуска. 5 минут, сука, хлопаешь, хлопаешь, она не закрывает. У меня не работала крышка багажника, то есть она срабатывала раз через 25, и я постоянно стояла. Это меня дико бесило, потому что я стояла с сумками, и мне нужно было как-то там туда что-то загрузить, а потом надеяться на то, что он закроется. Короче, починили, стоило копейку. Спасибо большое. Вообще, по впечатлению ребят, которые ездят на почти новой Q5, эта машина просто волшебная. Я долго их уговаривала осуществить этот финт ушами длиною в 7000 километров пробега, потому что я сама сейчас его точно не потяну. Так вот, нужно сказать, что они в эту тачку влюбились. Ехать за рулем Range Rover, даже не молодого, это великолепно. Влюбились в то, как она едет, хотя они переживали. И они думали о том, особенно после выхода моего ролика, они думали о том, что нафиг мы вообще в это ввязались с детьми. Но потом они очень кайфанули. Машина просто прекрасна. Прекрасна на дороге, прекрасна в эксплуатации. Главное, чтобы не ломалась. Так вот, в какой-то момент Юля едет за рулем и вдруг начинает кричать: «Вася, Вася, что у нас лезет из-под капота?» Вы представляете себе Васю, который сидит в полудреме, он вообще думает: а что нафиг у нас может лезть из-под капота? Третий ребенок? Что происходит? И это, оказывается, хренов уплотнитель. То ли от скорости, то ли от старости полезли уплотнители из-под капота. Кто знает от чего? Скорее всего, конечно, от того, что машина шла долго по автобану на 180. Но факт остается фактом. Я даже не представляла, а видите, здесь она уже даже развалилась просто пополам. Вон уплотнитель. Я даже не представляла, что такое бывает. Оказалось, ребята из сервис-парка сказали, что это достаточно распространенное явление. Лай-лай, Range Rover она. На самом деле это совсем недорого и несложно в устранении оказалось. Просто для меня немножко странновато было у Range Rover какой-то лезущий на скорости из-под капота уплотнитель. Когда я говорила, что уплотнитель стоит копейку, я немного поспешила, ребята, потому что эта сволочь бывает только оригинальной. Вот он. Чтоб ты сдох, собака, за 4700 за единицу. Короче, 4700 умножить на 2. Ну, работа действительно копейку, порядка, не знаю, там 300 рублей. Мотор V8 3.6 дизель. Как я вам раньше говорила, что считаю этот мотор одним из лучших у Range Rover, так и продолжаю настаивать. Он без проблем прошел весь этот пробег, и сейчас просто сольем масло и... Сейчас просто поменяем масло, я хотела сказать. А вот что у нас не так волшебно пережило путешествие, так это лакокрасочное покрытие. Сейчас части себя заберу, а то я тут растеряла. Лакокрасочное покрытие, друзья мои. Очень много сколов. Цвет машины темный, поэтому сколы эти очень сильно видно. Красить, не красить, не знаю. Наверное, пока не буду, но думаю еще об этом. И что самое неприятное, наверху вот этого лобика у нас полез лак. Видимо, тоже от попадания какой-то фигни сюда. Как мне кажется, раньше этого не было. Когда... Натянем на лесу. Нет, натянем на лесу. Нет, натянем лесу не надо, натянем на лесу. И в комментарии к первому выпуску многие из вас написали: блин, леса, как же расщедрился сервис, я бы тоже хотел такую тачку. Действительно, я была бы не против покупки машины тысяч за 500-600. Больше было бы материала для съемок. Но в таком случае этот Range Rover никуда бы не доехал и тем более не вернулся бы обратно. Цены на такие нормальные машины где-то от 1 200 000 и стартуют. Ну и увидеть, как всегда, вы их можете по ссылке в описании на Авто.ру. С пневмой по деньгам будет так. Если мы берем оригинальный баллон, то он стоит чуть менее 20 000 рублей. Можно взять хороший неоригинал, он будет стоить 16 500. Можно взять лютый неоригинал, но он очень быстро закончится, но все равно дешевле там 12 000 он стоить не будет. Замена за один баллон 4 500. Для следующей серии, друзья мои, мне поступило весьма провокационное предложение. Я против таких историй, но почему бы и нет, давайте вы решите. Предлагается сделать чип-тюнинг и раскачать машину до 320 лошадиных сил. А стоит ли?